Всем привет, господа, на моем канале. Сегодня небольшой обзорчик будет по литий-ионным аккумуляторам на 1,5 вольта. Все мы знаем, что аккумуляторы пальчиковые, скажем так, 2, 3А, обычно на 1,2 вольта. Они прекрасно работают, согласен, сам использую во многих устройствах, но некоторые устройства хотят кушать побольше и, скажем так, уже вырубаются, когда батарейки, те же аккумуляторы в районе 1,1, 1 вольт. И то есть с этими аккумуляторами 1,2 вольта эти устройства работают совсем мало. Приходится вставлять обычные батарейки 1,5 вольтовые и тогда пользоваться этим устройством. Но батарейки это расходный материал, постоянно приходится идти в магазин покупать новые и новые. С нынешними ценами это довольно нерентабельно. Поэтому было принято решение все-таки поискать аккумуляторы на 1,5 вольта. Благо в последние пару лет, как производители, в основном это дядюшка Лю из Китайской Народной Республики, там производят аккумуляторы на 1,5 вольта. Обычно они даже идут в комплекте с зарядным устройством, потому что они не совсем такие аккумуляторы. У них, конечно, есть плюсы и минус, но часто бывает, что у них там 2 плюса, то есть чтобы шла зарядка через встроенную микросхему и заряжался этот аккумулятор. В обычных зарядках их зарядить проблематично. Пришла вот такая коробочка. Сейчас мы ее будем вскрывать. Я это дело купил за 74 еврика. Правда, сейчас она стоит дешевле. Но ноябрь, черная пятница, как говорится, и можно было купить на 10 евро дешевле. Вот вы видите сейчас все это дело на своих экранах. Но мне не было смысла ждать этого самого ноября. Я купил заранее, чтобы уже получить товар и его использовать, а не получить его непонятно когда. То есть сейчас заказал бы, я купил, если сейчас заказал, я бы его получил, я думаю, в январе, а то и позже. Эти рождественские праздники, новогодние праздники, а потом еще и китайский Новый год. Они обычно весь февраль празднуют. Еще, в принципе, снимаю шляпу перед китайскими товарищами. У них склады в Нидерландах. Поэтому, заказав товарчик, я получил его без растаможки. По трек-номеру видно, что товар прошел таможенную очистку в Нидерландах. И зашел я в европейской стране, зашел он без растаможки. Итак, приступим, будем вскрывать. Так, начнем. Берем ножик и вскрываем. Надеюсь, там все положено, все, что должно быть. Скажу, что доставка достаточно быстрая. Недели за 3 дошло. Так, есть коробочка. Что у нас тут? Вот так это дело упаковано. Обычные пластиковые кейсы, в которых лежат батарейки. В данном случае аккумуляторы. Я заказывал 12 штук. У меня несколько устройств, которые любят батарейки кушать. Поэтому заказал побольше. И поэтому такая сумма 74 евро. Так. Само зарядное устройство. Блочок питания USB-шный. Совсем, легкий, я не знаю.
грамм 50. Что там внутри? Одна микросхема, наверное. Ну и кабель зарядочный USB-шный. Какой-то обычный, да. USB микро. Или мини, как их там, я все время путаю. Так, что у нас тут? Ну, инструкция на международном языке, на китайском. Ну, все знают этот язык, да, могут разобраться и понятно. Кто не знает, для тех на английском. Я думаю, тут ничего сложного нету. Так, 8 слотов. Ну, в смысле, 8. Можно аккумулятор сразу ставить. У меня в данном случае 12. Будем заряжать 2 этапа. Так, что у нас тут? 1,5 вольтовые, ну, написано battery charger only for 1.5 вольт, ну, АА и 3А. То есть для 1,5 вольтовых двушек 2 и 3А литиевой батареи. Так, выход 1,5 вольтовый, 8 на 500 миллиампер. Это для 2 и для 3 ашек, ну эти маленькие, которые батарейки, 1,5 вольта, 8 слотов по 250 миллиампер. Ну вот, как бы так. Ладно, вскроем коробочку. Удобно с собой брать куда-то, чтобы они не валялись, не замыкались друг с другом. Сейчас покажу поближе. Так, вот зарядное устройство поближе. Фирмы Palo. Есть они разных фирм. Но вот как бы я выбирал, в принципе, по цене и чтобы аккумуляторы были помощнее. В данном случае написано 2800. Как будет там в реальности, блин, на камере не видно особо. Как в реальности, трудно сказать. На eBay есть другие фирмы, я как бы хотел заказать, но меня там заблокировали. Так. Что у нас тут по аккумулятору, по зарядке? Есть у него слот самый мини-USB и Type-C, ну тип C. В данном случае зарядка мини-USB. У кого есть ну, C, этот самый тип, то могут использовать его в своих этих самых огрызков там или других таких телефонов. У меня, например, вот телефон OnePlus 10 Pro. У него эта самая зарядка, вот как раз вот это тип C. Сейчас покажу, как она выглядит. Немного отвлекусь. Вот 65-ваттная, мощная, ну и телефон тоже любит кушать. И вот у него вот такой разъемчик. Его можно как так воткнуть, так и перевернуть, без разницы его. Так, давайте-ка посмотрим, как это дело будет выглядеть. Вот типа на картинке, видите, будет показано, ну, процентное содержание, скажем так, каждого аккумулятора, который будет вставлен в зарядное устройство. Самое интересное, блин, на коробочках наклеечка gift, ну типа подарок. Ну нифига, когда выбираешь ну, опцию покупка, то есть ну там выбирать там, сейчас посмотрю, что у нас тут было. Было с 4, ну, зарядное устройство с 4 аккумуляторами, с 8, с 12, с 16 и с 20. Ну и цена, соответственно, меняется. Ну, 20 как бы для меня многовато, и 16, но вот 12 было в самый раз, и я вот купил. Так, возьмем тестер, посмотрим, что у нас с аккумуляторами.
сейчас я его подключу. Плюс-минус. В коробочке мнутся эти самые контакты. Так, включим на 20 вольт. Power. Power. Так, аккумуляторы. Так, коробочку. Плюс у нас тоненький. С жопой минус. Один 51 показывает. 1,52. 1,53. 1,51. Так, это у нас что, склеены? Интересно, такие. Двойная коробочка. Но мне такое счастье не надо. Надо как-то разломать. Так, закроем. Надо разрезать. Разрезать не надо, просто вынимается. Можно как бы друг друга вставить. Так. Вот. Интересно. Молодцы китайцы все-таки. Так, померим следующую коробочку. Что у нас тут показывает? Так, плюс-минус, ну, в принципе, без разницы. 1,51, 1,53, 51, 52. Краска, конечно, у них такая уже облетает, но не суть важно. А может, так должно быть. А, нет, так должно быть, да, на рисунке тоже у них на сайте также сделано. Так, подключим-ка мы зарядное устройство. Ну, я не буду раскручивать белый кабель, у меня, в принципе, есть такие кабеля. Сейчас я подключу. Возьмем блок питания. Неудобно, конечно, сбоку, бывает мешается. Лучше, конечно, вот здесь на попе, как говорится, чтобы был выход. Втыкаем в розетку. Зарядное устройство. Вот сразу засветилось. Ну и сразу гаснет, в принципе, экран. Так, давайте посмотрим. Ставим аккумуляторы. Вот, сразу загорелся дисплей и побежала зарядка. Так, где у меня там камера-то? Вот, видно, да, пошло. Поставим. Одна коробочка есть. И вторую забиваем полностью. Заряжу-ка я их до конца, хоть они заряженные пришли. Потому что завтра я хочу их использовать
У меня есть радиомикрофон, и там они понадобятся. Вот. Вот так красиво все это дело выглядит. Так. Где там у меня на камере видно все отражается. Вот. Вот так видно будет. Одновременно идет цикл. Ну, ждать не будем, когда они зарядятся. Это может быть и 10 минут, потому что они уже как бы пришли заряженные. Может полчаса, может час. Сейчас я попробую. Нет, щупы никак не пойдут туда. Ну, одну батарейку вынем. И попробуем посмотреть щупом тестера, что там такое на контактах. На контактах у нас прыгает напряжение. Так, сделаем hold, удержание. Удержание не получается. В общем, от 3 вольт 3,8, что-то такое. Ну и до нуля как-то так прыгает. Иногда 4 проскакивает. Непонятно, короче. Очень плавающее напряжение. Тут еще интересная вещь. Вот здесь наверху, естественно, плюсовые контакты, внизу минусовые. И еще вот здесь есть такие тоже выступы. Но я думаю, это просто... ну это просто, да. Потому что вот на эти контакты действуют, ну, ложатся большие батарейки 2, на эти контакты ложатся маленькие батарейки 3. Ну и написано, что зарядное устройство работает с 2 типами батареек 2, 3. Ну что ж, ставим заново наши батарейки, пускай они заряжаются. Вот в инструкции тут указано, в принципе, зарядка аккумуляторов 2, который имеет емкость 3000 мАч, ну, на этих написано 2800. В принципе, разницы особо нет. Ток зарядки 500 мА, зарядка около 2 часов занимает. Триашки, ну, батарейки более маленькие, чем вот эти, у которых емкость 1000 мАч, у которых емкость 1000 мАч, ток зарядки 250 мА, и зарядка будет занимать 1,5 часа. Что тут еще у нас? Так. Ну, типа, не заряжайте аккумуляторы 1,2 вольта, которые самые распространенные сейчас есть. Только вот эти 1,5 вольтовые. Ну и 1,5 вольтовые alkaline батареи, то есть, ну, литиевые батарейки тоже не заряжать. Но, само собой, батарейки же никто не будет заряжать. Хотя есть любители, которые все-таки тыркают зарядное устройство. Что еще тут есть такого хорошего? Ну, вес зарядки 167 грамм. Так, все, ну, в общем, вот так вот. Вот как бы так. Фирма Palo. Аккумуляторы на 1,5 вольта. Литий-ионные.
Так что есть желание, покупайте. На своих экранах вы видите название сайта, где можно это дело купить. Ну, достаточно за нормальные деньги. На eBay, в принципе, то же самое. По те же цены. Ну, может быть, чуть-чуть дешевле, но потом вы доложите в растаможку. Здесь как бы растаможки нету. То есть, я думаю, лучше даже никакого геморроя. На Алиэкспрессе не советую покупать. Ну, у каждого, конечно, свое мнение. Я там уже много лет не покупаю, потому что китайцы, скажем, те, кто торгует на Алиэкспресс, просто обнаглели. Начали присылать не то, что заказываешь. Обычно вот я бывало, покупал там часы, ну, дешевые такие. Выбираешь, присылает, там у него дисплей немножко другого ну, дизайна немножко. Пишешь ему, что такое, он пишет: у меня на складе не было те, которые ты заказывал, типа вот поэтому я выслал такие. Ну что, блин, за наглое втюхивание. А по правилам Алиэкспресса, чтобы получить свои деньги, нужно вернуть товар назад. В общем, долго ругался, там, блин, с поддержкой, то есть все, вернули только 80%. И еще что-то у меня было, я не помню, тоже с трудом вернул часть денег. И поэтому я решил больше с Алиэкспрессом не связываться. Потому что по правилам нужно возвращать товар, чтобы вернуть свои деньги. А вернуть товар-то тоже за денежки. Почту бесплатно возвращать не будет. Вот поэтому я перешел на этот сайт Joom. Joom.com. Все, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будут еще обзоры.